Всем привет, с вами Игорь, и сегодня пойдет разговор, как вы уже поняли, наверное, из картинки видео и названия видео, о подключении теплового насоса к радиаторной системе отопления. Вот, я заметил, что многие, кто уже сделал тепловой насос и выкладывают видео о своих самоделках на YouTube, вот сталкиваются вот с этой ошибкой, я бы сказал, допускают эту очень такую значительную ошибку, то есть занижают какими-то более тонкими трубами, какими-то углами, сопротивлениями, дополнительными поворотами на 90 градусов, занижают циркуляцию в своей системе отопления. А с тепловым насосом это недопустимо. Надо постоянно стремиться к как можно высокой, большей циркуляции через конденсатор теплового насоса. То есть, чтобы так вот попроще объяснить и чтобы всем было понятно, тепловой насос делает много тепла, но низкотемпературного. То есть температурой 35-40 градусов, но его много. Понимаете? Его надо успевать отбирать у конденсатора. Его надо успевать отбирать. Он сегодня постоянно делает, накачивает. Вот, и мы должны своей системой отопления, своим циркуляционным насосом, правильными трубами, все эти вот незауженными там где-нибудь, успевать это тепло отбирать. Успевать с конденсатора его отбирать. Ну, если у вас есть теплоаккумулятор, даже я бы сказал, что он для системы отопления радиаторной, он просто необходимый теплоаккумулятор. Вот он, да? Вот он. Ну, например, мой теплоаккумулятор. Отсюда у нас подключен тепловой насос. И внутри у меня в этом бачку на 400 литров стоит змеевичок. Ну, это медная труба, которая сюда и заходит. Потом кольца сюда и выходит. Это у меня получается конденсатор и теплоаккумулятор в одном ящике металлическом. Ну вот я считаю, это самая оптимальная система, потому что если сделать, например, тепловой насос с пластинчатым теплообменником, то его уже, как ты его подключишь? Его если подключать к теплоаккумулятору, между ним, вот здесь вот между пластинчатым теплообменником и теплоаккумулятором, надо еще один ставить циркуляционный насос, получается. Или можно по-другому обойтись без этого циркуляционного насоса, если врезать, вот как вы здесь видите, теплоаккумулятор где-то в системе отопления. Где-то в системе отопления между какими-то двумя радиаторами врезать просто этот теплоаккумулятор. Ну, даже в жилом помещении, может, он у вас красивый какой-то получится, вы его сделаете или купите. Вот, покрасить его красиво, пускай себе стоит, тоже отдает тепло вместо еще одного радиатора. В ванне его поставить можно, там, как бойлер, например, или в кладовке какой-то тоже, где надо отопление. Пускай себе стоит. То есть вы увеличите таким образом как бы объем своей системы отопления. Потому что сейчас в основном новые системы отопления, в них мало очень воды. Вот там, например, у меня 22 типа стальные радиаторы, там всего по 5 литров воды. Ну и трубка металлопластиковая тоже, сука, там воды. А вот такой вот врезанный ящик, теплоаккумулятор, или цилиндричный, конечно, лучше его сделать, он увеличит объем всей системы отопления. Тепловому насосу надо будет нагреть не просто систему отопления всю, а плюс еще и ящик этот с водой литров на 500. Ну, я вот так рекомендую, как минимум 400-500 литров. Но это для моего дома. Если у вас где-то дом метров 100 квадратных, то даже сгодится и тонна, и даже больше такой ящичек, теплоаккумулятор. Для чего он тепловому насосу, этот теплоаккумулятор или большой объем воды в системе отопления? Потому что в радиаторной системе отопления нет аккумуляции, нет теплоаккумуляции. То есть он его очень быстро будет нагревать, эту вашу систему отопления, с какими-то там 30-50 литрами воды в ней, ну это так грубо, да, и она, соответственно, очень быстро будет остывать, поэтому он будет очень часто включаться и выключаться, и может быть даже каждых 10 минут, ну это я считаю, это не совсем хорошо, потому что для некоторых даже мануалах, там инструкциях, я читал в даташитах, как сейчас говорят, да, компрессоров до тепловых насосов
или обычных ротационных компрессоров, по-моему, обычных, пишут даже производители наработку, ресурс жизненный этого компрессора не в моточасах, а именно в количествах пусков. И даже, может быть, где-то встречали в инструкциях до насосных станций, обычных водяных насосных станциях, там тоже бывает, пишут максимальное количество пусков насосов в час. Вот. Это не зря это пишется, потому что это плохо, если он часто будет стартовать. Поэтому в радиаторной, для теплых полов это не критично, потому что теплые полы имеют очень хорошую теплоаккумуляцию. Пока он это всю стяжку нагреет, бетон этот, все трубы, там достаточно много труб, но в основном бетон, конечно, нагревается, там достаточно неплохой теплоаккумулятор, сама стяжка теплого пола. Поэтому там он не должен так часто, он не будет там часто так, и пока он ее нагреет, пока она еще потом остынет, это вся там плюс-минус 5 градусов, это нормальное такое время. А вот для радиаторной системы отопления это очень важно. Поэтому без теплоаккумулятора в радиаторной системе отопления, я считаю, не обойтись. Его надо ставить по-любому. Или ставить конденсатор, как у меня, запихивать в ящик с водой, и это у вас получится и конденсатор, и теплоаккумулятор в одном лице, так сказать. Это, мне кажется, самый простой вариант. Или, если у вас так не получается, потому что у вас стоит пластинчатый теплообменник, то тогда врезать где-то в системе отопления тоже этот теплоаккумулятор, ящик, где-то между двумя радиаторами по ходу. И вот этот теплоноситель, теплоновому насосу надо будет нагреть не только радиаторы и тепло, но и литров 500 воды в этом ящике. Поэтому он так быстро это не справится, соответственно, так быстро он не выключится и не будет так часто включаться. Вот, теперь опять же о скорости протока. Вот эта скорость протока, конечно, с теплоаккумулятором это немного нивелирует. То есть это становится не так критично. Особенно это критично, если нет теплоаккумулятора. Скорость протока там должна быть максимальная. Максимально возможная, иначе вы просто не сможете снять тепловую мощность, если у вас будет, например, кожухотрубный конденсатор или пластинчатый и плохая циркуляция через него именно воды в систему отопления, вы даже не сможете им нормально пользоваться, можно даже и так сказать. Это будет, вы его просто будете, образно говоря, душить свой тепловой насос отсутствием нормального охлаждения его конденсатора. То есть он может выдать вот такое вот количество тепла, он старается, накачивает его, надавливает, но нет воды, которая может его отобрать. Нет этой циркуляции, вы ее душите. И соответственно из-за этого что происходит? Перегревается компрессор, увеличивается сильно давление в конденсаторе, отсюда перегревается компрессор и выключается. Он уже, может быть, даже выключаться, он по перегреву даже может выключаться, просто по перегреву, а не от того, что он вас нагрел. Это покажет вода, которая входит у вас назад, обратка, то есть обратка. Вот эта вот разница, еще раз, вот эта разница между подачей и обраткой в теплоаккумулятор или пластинчатый теплообменник или кожухотрубный должна быть минимальной. Опять же мы приходим к тому, что надо всячески стремиться к максимальному протоку. Не заужать нигде трубы. Это, например, если у вас выходит металлопластик, то он должен быть 20-й. Самое не меньше, чем 20-й, 16-й, вот здесь между всеми радиаторами я не советую ставить. Еще, у меня система отопления вот такая вот. Выходит, получается, я уже, кстати, раньше у меня было не такое подключение радиаторов, когда у меня еще от печки работало. Там у меня, получается, подходила снизу две трубы, двухтрубная система. С одной трубы подача, тройник возле радиатора входит вверх радиатора, снизу с той же стороны, например, с правой вход и выход, выходит вода, опять же тройник и входит уже в обратку и такое. Это плохая система подключения радиаторов, и я ее не советую. Надо было, в принципе, ее тут нарисовать, зачем рисовать то, что не надо делать. И я пришел, что вот такая вот система подключения радиаторов диагональная, самая эффективная по именно скорости теплоносителя. Скорость теплоносителя при таком подключении, вот здесь вот здесь у нас входит вода, и вот так вот она движется.
О, по диагонали. Вот здесь у нас выходит вода с радиатора. Я здесь нарисовал только один радиатор, но у меня получается вот эта диагональная система, еще раз повторю, самая лучшая. Она мне больше всего нравится. Равномерно прогревается полностью весь радиатор, везде равномерная температура. Сверху, снизу, нигде никаких холодных карманов нет, ничего. Вот такая вот именно система. У меня получается в одной ветке, у меня две ветки выходит с теплоаккумулятора. И в одной ветке у меня примерно 4 метра радиаторов. Ну, они у меня разные по длине. Это даже если сейчас раз, два, три, 4 радиатора, но там есть один 2-метровый, один 70 см. Ну, короче, где-то 4,5 метра радиаторов у меня в одной ветке. И подключены они один за другим. Вот, например, вышло в один радиатор, вошло в первый. Вот, я показал, вышло снизу с первого. Такая вот петля, вошло во второй, потом вышло со второго, опять же вот такое система, вошло в третий. Тоже металлопластиковая труба, здесь плавно согнута, без всяких тройников, колен. Вот это вот все надо избегать для максимальной, именно достижения максимальной скорости циркуляции теплоносителя. Никакие тройники, колена здесь не надо. Вышла, вошла. Конечно, там видел коллектора ставят, да, это по-правильному, там в коридорчике, где-то в стенке, вот эти коллектора, на многие отдельная, на каждый радиатор ветка идет, но я считаю, что это очень дорого для нас, самодельщиков, и, ну, как мне показалось, этот коллектор сам один стоит там бешеных денег. Вот мне вот такая система больше нравится, и с одного радиатора вошло, в другой вышло, минимум труб, подключить легче всего, но в ветке, в каждой ветке должно быть не больше, чем 4 метра, примерно 4 метра, ну, плюс-минус там полметра, потому что у меня вот в этой ветке, например, 4,5, и во второй что-то около 4 метров примерно радиаторов. Просто я их одним нарисовал, но тут их у меня аж 4 метра этих радиаторов в каждой ветке. Вот. Да, вот это то, что я хотел сказать. Так что вот на это вот надо обратить внимание. Циркуляционный насос у меня стоит вот здесь вот на теплоаккумуляторе сверху. Он как бы высасывает воду с теплоаккумулятора и загоняет уже в радиатор, и они потом возвращаются сюда. Вход вот здесь вот разветвление, если у вас они будут на 2 ветки или может быть 3 ветки будете делать, потому что, как я уже сказал, не больше 4 метров. Ну иначе у вас просто уже 5-й метр радиаторов будет, ну, намного холодней. То есть, понятно, теплоотдача, все такое. Ну, уже больше 4 метров это как бы уже не надо делать. До 4, до 4, вот так вот нормально. Это примерно 3-4 радиатора. Примерно. Вот эти вот разветвления тоже желательно делать не тройниками под прямым 90 градусов углами, а вот такими вот штуками. Сварить их. Самим даже можно их сварить из обычных трубок. Сейчас продаются вот эти трубки, кусочки таких трубок в сантехническом магазине с резьбой. С одной стороны с резьбой. Вот просто взять таких 3 трубочки и сварить их такой вот рогаткой. Вот эти у нас входа, вот это у нас выход на теплоаккумулятор. Вот так еще нарисую, чтобы понятно. Сюда у нас входит вода, сюда и выходит. Вот это вот, например, да, вот этот вот. Развилочка такая, которая входит в теплоаккумулятор. Вот такой вот рогатки, вот их также делают, кстати, для тепловых насосов пауки. Примерно по такому принципу, я уже об этом говорил, для фреона, да, тоже с такой вот мягкой развилкой, гладкой, обтекаемой, чтобы вот это, ну что тройник, если взять тройник, там опять же мы опять сталкиваемся с этой 90 градусов поворот, который сильно тормозит протоку, очень сильно. А вот наша вот такая вот самодельная сварная трубочка, резьбы раз накрутили, сюда металлопластик 20, сюда 20, не меньше 20, не меньше 16 я не советую сюда ставить. Вот, ну вот то, что я хотел сказать. То есть стремимся как можно к максимальной циркуляции. Еще вот я, может быть, добавлю сюда один циркуляционный насос. То есть на высос циркуляционный насос и на закачку теплака может быть. А может и не добавлю. В принципе, она у меня и так нормально работает. Потому что, кстати, вот здесь вот тоже надо стремиться к тому, чтобы разница
температуры выхода с теплоаккумулятора и входа была минимальной. Вот это, кстати, тоже достигается именно быстрой максимальной циркуляцией воды. Минимальной. Мы не можем здесь сделать разницу, как, например, у газового котла или твердотопливного градусов 20 там разница. То есть у нас выход там, например, с твердотопливного котла плюс 80, да, а обратка там плюс 50, плюс 60. Ну, на твердотопливном это проканает, и на газовом нормально, но только не с тепловым насосом. С тепловым насосом это не получится. У нас и так здесь низкая температура, ну, например, плюс 35-40 на выходе. Поэтому на входе она должна быть, ну, градусов на 5 примерно меньше. Не больше, чем на 5 градусов. Ну, если еще меньше, то еще лучше. То есть, стремимся. Тепловой насос сделает это тепло. Вы даже не сомневайтесь. И там сомневаетесь, может там, ого-то это там разве так циркуляционный насос на 3-й скорости он не откачает тепло? Не откачает. Поверьте мне, я пользуюсь тепловым насосом. И вот какой бы у меня ни был слабый компрессор, какой бы ни был, но вот эти вот радиаторы, вот эти вся куча радиаторов, это 4,5 метра здесь, 4 метра здесь, плюс сам теплоаккумулятор на 400 литров, не утепленный стоит в доме. Я думал утеплять, но потом увидел, как он греет, я ее передумал утеплять. Пускай он греет вместо еще одного радиатора. То вот эта вот вся площадь не может отдать столько тепла, чтобы тепловой насос там, например, уравнялся где-то, например, на 35 градусов. То есть температура растет у меня и выше. Но потом уже начинает падать коп до 40 градусов, выше 35. Поэтому надо стремиться примерно держать около 35 градусов подачу. Ну, до 40 максимум. До 40. 35, 38, 37. Вот так вот. Чтобы поддерживать вот этот вот максимальный коп. То есть, представьте себе еще раз. Вся вот эта теплоотдача этих кучи радиаторов при 35 градусов, они не могут, вот эти все радиаторы, отдать столько тепла вместе с этим железным ящиком, сколько производит вот эта вот медная трубка, тепловой насос, конденсатор в теплоаккумуляторе. Вот представьте себе. Почему я и говорю, что обязательно на это надо обратить внимание, если у вас еще нет радиаторной системы отопления, вы ее только планируете или будете делать, постарайтесь сделать как можно быстрее вот этот вот проток вот этой по системе отопления вашего. Насос мощный достаточно, никаких заужений труб, никаких 16-х труб, подключение лучше всего вот такое вот диагональное тоже. И металлопласт мне чем нравится, опять же, многие пропиленом паяют, но опять же этот пропилен, ну в принципе можно и пропиленом паять, если брать толстые трубы, они же там всякое есть толщины, если брать потолще, то я думаю эти углы 90 градусов, сведется на нет, потери. Но вот мне понравилась вот такая вот металлопластик, он гнется, плавные переходы, никаких тройников, вот с радиатора вышло, в радиатор зашло. С радиатора вышло, в следующий зашло, в следующей комнате. Все. И на 2 ветки я вот так вот разделил. Потому что одной веткой не получится. Просто крайние радиаторы будут холодные. Даже при такой вот максимальной циркуляции. Вот все, что я хотел сказать. Вот еще раз вывод такой. Старайтесь достичь, планируйте это сразу, чтобы потом не менять трубы, не влетать в это все в копеечку. Достигать максимальной циркуляции теплоносителя, если вы собираетесь подключать вот именно, да и в принципе теплые полы то же самое, там тоже должна быть максимальная циркуляция в любом случае. В любом случае, на что бы оно ни работало, тепловой насос не терпит вот это вот, не душите свой тепловой насос, конденсатор своего теплового насоса отсутствием циркуляции, вот этим вот слабым отбором тепла, не душите. Вот это вот надо предусмотреть еще на начальном этапе планирования системы своей отопления. Вот эту вот я ошибку хотел сегодня озвучить, потому что я ее вижу часто, и я ее даже совершил, когда первый раз собирал тепловой насос и свою систему, поэтому я переделывал свое отопление, переделывал именно на вот такую вот подключку диагональную, входит сверху, выходит снизу, в противоположном углу. Самое лучшее подключение радиатора в любой системе отопления, и к нему надо стремиться.
Вот, я ее переделывал, ставил большие трубы, переподключал по диагонали, это все, пока я не добился удовлетворительной. И сейчас у меня минимальный вот здесь вот разрыв, минимальный. Ну я не знаю, я правда не мерил, сколько у меня на входе, на обратке, но на ощупь я... Выключилась опять моя камера, ну уже буду заканчивать. На ощупь я все-таки ощущаю разницу температуры, если берусь рукой за вот эту вот трубу и обратку. Но я не знаю, сколько это градусов. Если я ощущаю, значит градусов 5, наверное, разницы есть. Вот. Ну, это еще нормально. 5 градусов разницы, я считаю, это нормально. Ну, около 5, я точно не знаю. Вот замерю, возьму специально градусник, приклею датчик и замерю, когда он будет работать, какая же там будет обратка. Ну что, самому даже стало интересно. Но вот еще раз, стремитесь постоянно к этому. Максимальная циркуляция. Вот это самая такая, я заметил, ошибка. И я ее тоже совершил, опять же скажу, что люди просто как-то не понимают, как оно работает, или сколько он, какой объем он выдает тепла, хоть и даже низкотемпературного, и душат его слабой циркуляцией. Поэтому он будет работать некорректно, он будет перегреваться, он просто не сможет выдать вам то, что он может выдать, понимаете? Не забирайте у себя, у самих тепловую энергию, не ограничивайте его. Он может выдать вот это, дайте ему возможность выдать это количество тепла. Ну все. Наверное, я вот эту вот проблему, ту, что хотел, сегодня рассказал. Если какие-то вопросы остались, пишите, я всем отвечаю. Все, всем пока, до следующих видео.